Валентина лежала на спине в родильном зале, и ее тело медленно восстанавливалось после неожиданно трудных родов, пережитых в течение последних нескольких часов. Каждая клеточка ее организма чувствовала себя истощенной, но в то же время наполненной неимоверным количеством радости, гордости и волнения. Шум мерцающего аппарата вокруг нее и звуки шагов медицинского персонала казались еле слышимыми в этот тревожный, но одновременно волнующий момент. Ее мысли путались и смешивались в голове, словно легкие перышки в бурном ветре, но внезапно в воздухе прозвучал слабый, но уверенный голос акушерки, который разорвал царящую тишину и прервал ее раздумья. «Поздравляю, у вас двойня, 2 здоровых мальчика». Эти слова, как волшебные заклинания, заставили сердце Валентины забиться быстрее и с новой силой. Она не могла сдержать эмоции, и слезы радости, смешанные с безграничным счастьем, начали катиться по ее щекам. В тот самый момент она поняла, что ее жизнь радикально изменилась навсегда. В голове крутилось множество задумок и мечтаний, но в это мгновение они все объединились в одно — ее дети, ее сокровища. Первый взгляд на новорожденных стал настоящим откровением, которое невозможно было перепутать ни с чем другим. Акушерка бережно положила детей ей на грудь, и это невероятное ощущение тепла и любви потрясло ее до глубины души. На лице Валентины расцвела улыбка, наполненная нежностью, и она ощутила, как в ней пробуждается материнский инстинкт. Она не могла поверить своим глазам. 2 крошечных существа, готовых исследовать мир, теперь были в ее объятиях. Они были так беззащитны, так малы, и в то же время были полны жизни. Мечтая о будущем, она представляла, как будет воспитывать их, как будет читать им сказки на ночь, угощать любимыми блюдами в их уютном доме, делать с ними занятия творчеством, учить их новому, делиться с ними частичкой себя. Каждый день станет для них праздником, полным надежды и возможностей. Все это, наполненное любовью, стало наполнять ее сердце несказанным счастьем. Она, завороженно глядя на их рыжие волосы и длинные ресницы, ощущала, что знакома с ними всю жизнь, будто они были частью ее самого сокровенного «я», ее души, которая теперь выглядела иначе, счастливее и полнее. Но все эти светлые мысли неожиданно исчезли, когда в комнату вошел ее муж Антон. Никто не мог подготовить Валентину к тому, что последовало за этой встречей. Он, увидев детей, вдруг выразил гнев. Его темные глаза сверкали, как молнии на бурном небе, от которых в сердце Валентины послышался тревожный стук. «Что это за цвет волос у них?» — закричал он, шокированный и яростный, и его обращенное к ней лицо и праведный гнев казались ей вызывающими настоящий ужас. «Неужели ты мне изменяла? Они не могут быть моими!» Каждое его слово разрывало ее душу, сверкая новыми ранами и страхами. Она пыталась объяснить, что никогда не изменяла, что эти дети — результаты их любви, и что у обоих родителей были свои уникальные черты, которые могли передаваться. Но антагонизм Антона рос с каждой секундой, и его ярость терзала ее, как щупальца морского змея, которые завязываются вокруг ее сердца. Его защита становилась все сильнее, когда он настаивал на своей правоте, обвинив Валентину в отсутствии рыжих волос в своем роду. Валентина не могла поверить своим ушам, и сердце ее сжималось от боли. Почему он не понимает?
Она умоляла его вернуться, объясняя, как сильно ее сердце разрывается от нелепых обвинений. Но Антон, погружаясь в собственный гнев, только хлопнул дверью, оставив ее одну с новорожденными. Ощущая самую глубокую изоляцию и страх, Валентина потерялась в своих мыслях. Она уже не знала, жила ли в настоящем или это лишь кошмар, и ее душа стремилась к покою, который казался недоступным. Каждое слово, которое она произносила, казалось продиравшимся в пропасть, и она не знала, как выбраться. К счастью, акушерка Наталья Ивановна осталась рядом, стараясь после шока успокоить Валентину. Ее теплый голос и заботливое присутствие создавали ощущение спокойствия и безопасности. Она уверяла Валентину, что ее муж просто запутался в своих эмоциях и что все в конечном счете разрешится, стоило лишь дать время. Хотя Валентина и пыталась уговорить себя, что все наладится, страх остаться одной с детьми и гнев Антона все же терзали ее, становились постоянными спутниками. У нее возникало ощущение, что все надежды и мечты о будущем, которые она строила, начали распадаться на куски, как стеклянные осколки. Но откуда у них такой цвет волос? Задавала Валентина себе вновь и вновь, ощущая глубокую горечь за милыми, беспомощными существами, которые зависели от нее. На фоне своих переживаний она вспомнила слова акушерки о генах. Гены могут проявляться непредсказуемо, но в глубине души Валентина не верила, что Антон воспримет этот довод, и ее сердце наполняло страх об неопределенном будущем. Отбыв из роддома, одна с 2 малышами на руках, она чувствовала себя потерянной и одинокой, как если бы все вокруг морозным утром окутал туман. За окнами города все продолжалось, двигаясь в привычном ритме, но в ее жизни все, что когда-то казалось нормальным и привычным, теперь оказалось в бездне неопределенности и страха. С приходом домой началась череда трудностей. За нее лежало не только восстановление после родов, но и забота о 2 младенцах, которых следовало накормить, переодеть, успокоить и защитить. Она сталкивалась с бытовыми трудностями, которые казались непреодолимыми. Как правильно кормить детей, когда и как менять подгузники, как справляться с их плачем. С каждым днем ей становилось все сложнее. Она боялась уронить детей, причинить им боль, кричала им, когда они плакали. Попытки связаться с Антоном были безуспешными. Он игнорировал ее, словно прячась от этой реальности, и Валентина все больше погружалась в бездну отчаяния. Ее тоскливые мысли и страхи стали невыносимыми. Она чувствовала себя как изолированная островная территория, окруженная бурными волнами и сильными штормами, которые не оставляли ей шансов на спасение. Тем не менее, смятение развеяло появление ее матери Марии Ивановны, которая внезапно присоединилась к ней, чтобы помочь в этот критический момент. Валентина была благодарна, но одновременно чувствовала, что огонь депрессии в ней разгорался. Она находила утешение в материнском внимании, в безусловной любви, но ее мысли оставались сосредоточены на горечи утраты свободы и того, что все могло быть иначе. Валентина стремилась вернуться к нормальной жизни, но тучи подавленности стали темным облаком, не оставлявшим ей шанса увидеть свет. В поисках ответов, обремененная вопросами о своем прошлом, Валентина решила поговорить о генах с матерью. В разговоре Мария Ивановна, словно собираясь силами, признавала, что Валентина ее родная дочь, но не от Владимира, а от другого мужчины, о котором до этого Валентина никогда не слышала. Шок сразил ее с потоком глубокой ностальгии и смятения.
«Почему ты не сказала мне этого раньше?» — спросила она с дрожью в голосе, чувствуя, как мир вокруг нее меняется с каждым произнесенным словом, создавая новые слои понимания о ней самой. Раскрытие тайны о ее настоящем отце Сергее Синицыне стало поворотным моментом для Валентины. Ощущая прилив сил, она поняла, что ей необходимо решить найти своего биологического отца, чтобы разобраться в своем происхождении и, возможно, найти там ответы на все свои вопросы. Эта решимость переломила ее внутреннее состояние, и те вопросы, которые раньше обременяли ее, стали порой чуждыми, как будто они не имели к ней никакого отношения больше. Это новое стремление сделало Валентину активным исследователем своего прошлого, непредсказуемое будущее стало обретать ясные очертания. Мария, почувствовав, что ее дочь вновь наполняется жизнью, дала ей адрес Сергея. На улице Луговая, дом 15, квартира 3. Записная книжка с этим адресом стала ее ключом к прошлому, сигналом, что пришло время искать ответы на все прежние пустоты. И вот, оставив детей на попечение матери, Валентина с решимостью отправилась в центр города на автобусе, ее сердце наполнялось ожиданием и трепетом. Внутри нее зарождались переживания, как она встретится с мужчиной, которого никогда не знала, который, по сути, был частью ее жизни, хотя она и не осознавала этого так давно. На улице Луговая Валентина нашла дом 15. Ее душа была в ожидании и волнении. Она положила руку на дверь, но ее мир начал рушиться, когда мужчина, открывший дверь, не знал Сергея Синицына. Эта простая фраза стала для нее ударом, который выбил из колеи. В этот момент Валентина не могла не почувствовать, как ее надежда рухнула, как карточный домик, и она почувствовала, как упала на колени от удара. Слезы накрыли ее, она вновь оказалась в состоянии полной растерянности, окруженной пустотой и страхом, что ее поиски тщетны, что отношения, несомненно, были обречены, а ощущение одиночества усиливалось. Соседка Наталья Алексеевна обратила внимание на ее потрясение и, сожалея о случившемся, решила помочь. За чашечкой чая ее доброжелательные слова начали вытаскивать Валентину из долговой ямы. Наталья рассказала, что кто-то из ее давних подруг, Елизавета, жила в квартире 3. Ослепленная светом надежды, она твердо решила обратиться к ней, глубоко веря, что хоть что-то изменит в ситуации и поможет развернуть параллели, которые так нуждались в соединении. Прошло некоторое время, прежде чем Наталья вспомнила о Елизавете и кружилась, искала ее адрес, потрясываясь от напряжения и волнения. Она искала в своей записной книжке, и вскоре Валентина переписывала новый адрес, расположенный в соседнем городе. В ее груди зародилось новое стремление, центр тяжести вновь сдвинулся, и она без колебаний чувствовала: теперь у нее есть цель, ради которой стоит побороться. Когда Валентина наконец приехала по новому адресу, ее сердце колотилось от волнения и тревоги. Она постучала и вскоре встретила Сергея Синицына. Он, шокированный и озадаченный, узнал, что у него есть дочь. Наступила тишина, и Валентина не могла не ощущать, как его притяжение к ней становилось абсолютно настоящим, основанным на мгновенной близости, и это придало ей сил, как будто она преодолевала огромные горы. Сергей, пригласив ее войти, предложил чашку чая и стал делиться многими вещами: о своих родителях, о давнем конфликте между ними
и о том, как его мать Елизавета настояла на его разрыве с Марией. Разговор оказался словно долгожданный диалог, вышедший из потайных уголков их судеб. Каждое произнесенное слово наполняло атмосферу теплом и пониманием, и Валентина, прижимая чашку с чаем, прощала ему за ошибки, за предостережения и отсутствие информации о ее личной жизни. Ее сердце обливалось теплотой, когда она сознавала, что они оба были пленниками обстоятельств. Валентина, осознавая всю ситуацию, смогла простить Сергея, понимая, что порой обстоятельства над нами сильнее, чем кто-либо может представить. Она, несмотря на тяжесть всего прошлого, ощущала, как в ее сердце загорается надежда, что ее отец снова станет частью ее жизни, словно незабываемая мелодия с льющейся ностальгией, наполненная новыми возможностями. Сергей был рад, что Валентина нашла его и готов был исправить свои ошибки. Он искренне хотел увидеть Марию, свою первую любовь, и признать, что все, что произошло, стало уроком жизни для него. Однако до этого еще было одно препятствие. Ее муж, который стал темной тучей на горизонте радости и надежды, что их прошлое вновь соединится через переговоры о будущем. Когда Валентина попыталась объяснить Антону, что нашла отца, он не поверил ей и обозвал ее предательницей, сбивая с толку своим гневом. Печаль и разочарование переполняли ее душу, но басни о том, как он был обманут, заполнили их разговор, и в конечном итоге он потребовал развода. Миг, когда Валентина поняла, что это конец, пришел так неожиданно и резко, как лучи света, ломящиеся в бескрайней тьме. Устав от лжи и недоверия, она приняла решение прекратить этот токсичный союз, полное сожжение чего-то, что всегда казалось важным, но теперь оставалось лишь тяжелым бременем. Она чувствовала, что в этом есть сила, и каждый шаг к свободе становился важнее. Возвращение к матери с Сергеем стало настоящим сюрпризом для Марии. Для нее это было, как если бы Дед Мороз пришел в самый разгар зимы, и они обнялись, произнося слова любви и раскаяния. Валентина увидела, что она нашла свой путь к новой жизни, к новым возможностям и новым опорам, которые ей нужны, чтобы быть счастливой в окружении своих детей. Семья снова была вместе, и, стараясь сделать момент особенным, Валентина радостно представила Сергея своим детям-близнецам, которые, как два веселых комка энергии, в свою очередь смотрели на нового мужчину с яркими глазами и искренним интересом. Каждый из них чувствовал особую связь друг с другом, как будто родство было с ними всегда и проявлялось в каждом материнском взгляде, в каждой улыбке. Для Сергея это были особые моменты. Он ощутил, как наполняет его жизнь смысл. Их первый общий семейный ужин стал не просто началом. Это был новый этап, полон любовных искр, улыбок и радости, которые поднимали настроение, как весеннее солнце. Несмотря на все испытания, Валентина понимала, что ее жизнь больше не будет прежней, но она была счастлива. Это новое начало дало ей надежду на светлое будущее, полное любви и понимания. Они вместе создавали новый мир, строили изолированное пространство, в котором каждый мог быть собой, без страха и предвзятости. Каждый момент, проведенный вместе, укреплял их связь, и теперь они все могли быть счастливыми в своей новой, объединенной жизни.
Впереди их ждут светлые дни, всполохи счастья и мгновения, полные радости, спокойствия и новой жизни, в которой действительность обретает свои краски, звучит как мелодия и в каком-то смысле возвращает уверенность в том, что даже в самой темной ночи может появиться первая звезда, указывающая путь к новым свершениям.